Всем привет, с вами Алла, и в этом видео будем шить вот такую полезную штуку, ведь скоро праздники и каждому понадобится. А сшита она, как вы помните, из лоскутков. В этом видео мы ее простегаем и сошьем вот такую вот полезную вещь. Она подходит не только для шампанского, но и для вина. Итак, приступим к пошиву. Итак, я взяла свое полотно, Crazy полотно, стегала я его по тому же принципу, по которому я вам показывала в своем видео, когда я делала вот такие квадратики, только сделала это просто большим вот таким полотном. Размер моего полотна 46 на 40, но это мне нужно для выкройки. Если у вас другая выкройка, вы что-то другое, то не ориентируйтесь на мои размеры. Я его не равняла, вот как собрала, так и есть. Сейчас я буду стегать. Для стежки у меня подкладочная ткань из двух кусков. Я ее кладу лицом вниз. Затем накладываю синтепон. Синтепон у меня достаточно тонкий, это 100. И сверху свое лоскутное полотно. Подкладочная ткань должна быть немного больше, нежели лоскутное полотно. Стегать буду прямыми строчками на обычном ходу машины. Вот такие нитки розовые я выбрала. Обычный швейный полиэстер. И, конечно же, все это я сколю и приступлю к стежке. Итак, стежку я делаю на обычном ходу машины, не отключая нижнего транспортера. Длину стежка я выбрала 3,5 миллиметра. И как вы уже видите по видео, я прокладываю ровные линии. Нет никакого алгоритма, нет никакой логики в этих строчках. Они абсолютно разные по длине, по градусу. Ну вот куда вижу, туда и веду. Иголочки убираю по мере упирания в них, когда дохожу. И, конечно же, это Crazy Quilt, Crazy стежка. Здесь можно не обязательно так, можно было сделать на свободном ходу. Но такой вариант тоже имеет место быть, и мне очень даже понравился результат. Очень интересно получилось. Глядя на изделие, даже не скажешь, что это из остатков, отходов от швейного производства, будем так говорить. И очень даже красиво и нужно. Конечно же, во время стежки я, не обрезая нити, поднимала и смотрела наизнанку, для того, чтобы не оставить никаких лишних больших квадратов, да, ну, как бы мне хотелось, чтобы примерно все было заполнено одинаково. И, в принципе, у меня это получилось. Ну что же, хороших вам стежков! Итак, мой Crazy Quilt простеган Crazy стежкой. Такая заготовка получилась. Ну, очень-таки интересно. Итак, сейчас нужно разметить выкройку. У меня выкройка вот такая, из пластиковой папки, я уже таки показывала. И прежде чем мы начнем чертить, я покажу размеры своей выкройки. Итак, даю размеры своей выкройки. По высоте 43,7. По ширине 17,5. Нижняя 10, верхняя 7. От этого места до этого 27. На изгибе 15. Как проверить изгиб? Мы берем ленту и вот так вот на ребро ставя мы измеряем 15 сантиметров. И здесь по вот этой стороне у меня 4, а по вот этим сторонам у меня 3,7. И тут 3,7, а тут 4.
Здесь также 27, 15. Ну, вот такая вот нехитрая выкройка. Далее, когда выкройка у нас готова, заготовка простегана, нам нужно ее перевести. Я это буду делать с изнанки, точнее, я это уже сделала. Просто обвела выкройку. Кстати, выкройка дана уже с припусками. Я обвела и вижу, что у меня даже вот этот шов, который я соединяла подклад, он не входит в выкройку. И теперь по этой линии, которую я нарисовала, я прокладываю строчку буквально 1 миллиметр, можно 0,5, 2 это уже как бы многовато. Нам нужно, чтобы наша стежка не распустилась. Строчку я сделала контрастной ниткой для того, чтобы было удобно мне сейчас вырезать. И вот прям отступая 1-2 миллиметра возле этой строчки вырезаем. Итак, 2 детали верха у нас готовы. И теперь нам нужно приготовить 2 такие же детали для подкладочной стороны. Для этого я взяла обычную ткань, соединила вот между собой 2 разных ткани, и получилась у меня вот такая заготовка. Ткань сыпучая, я ее нигде не использую, здесь в самый раз. Итак, я беру 2 детали подкладочной ткани, соединяю лицом к лицу, и 2 детали основной ткани складываю лицом к лицу. Итак, внимание, здесь нам нужно проложить строчку по 2 сторонам и низу, а на подкладочной стороне мы прокладываем по 2 сторонам, а низ мы не застрачиваем. Итак, детали между собой мы соединили, за исключением мы не забыли, что здесь у нас не зашито отверстие. А здесь мы проложили внизу строчку, и сейчас нам нужно сделать уголочки. Для этого мы берем вот так, загибаем швы в разные стороны, все выравниваем и прокладываем строчку с 2 сторон, с одной и с другой. Итак, уголки у нас сделаны. Теперь мы берем подкладочную ткань, выворачиваем на лицо и вставляем в нашу заготовку, как бы лицом к лицу, совмещая все срезики. Мы скалываем, можно сметать, можно приколоть. Вот так, совмещая все срезики, мы прокладываем строчку по 2 сторонам. Вот так, в круговую. И вторую строчку в таком же направлении со второй стороны. Итак, когда строчку сделали, обязательно на местах скругления делаем насечки, для того, чтобы лучше вывернулось и все это было красиво. Теперь выворачиваем через отверстие. Итак, мы вывернули, и теперь берем хорошенечко, во-первых, сделаем ВТО, все это мы отгладим, и вот эти все места мы прям хорошенечко вот так вот, каждый сантиметрик мы проделываем, проглаживаем, да, ручками, потом утюгом. И делаем отстрочку по лицевой стороне. Итак, как говорится, нам осталось навести марафет, и практически все готово. Итак, начнем с ручки. Мы совмещаем 2 среза и прокладываем несколько строчек зигзага, чтобы закрепить, прям хорошенечко закрепить. Такой достаточно густой зигзаг мы прокладываем. Итак, когда мы деталь соединили, вот так это выглядит у меня, вот так с изнанки. Конечно же, так оставить мы не можем, поэтому мы берем сантиметром, меряем окружность нашу. Вот у меня это 12, плюс припуск на шов. Вот так, мне надо примерно 14 сантиметров, 14-15. Я взяла, у меня есть вот такой кусочек из 2
тканюшек, которые здесь присутствуют, да, и, конечно же, без стежки, то есть обычная тканюшка соединена, я ее уже заутюжила, значит, у меня она, ну, чуть больше 15, 15,5, и по ширине 6,5. Итак, заутюжила в 2 стороны. И вот так я сейчас иголочкой намечу, то есть чтобы она и не болталась, и при этом ручку у нас не сжимала, да? И вот так вот. Я это булавочкой сколю. И прямо на заготовочке, на машинке прострочу. Итак, строчку сделала. Выворачиваем на лицевую сторону и перекручиваем в нужный нам формат. Можно скосить, можно посередине, как душе угодно. И теперь я возьму такую же нитку, закреплю и, возможно, даже поверху что-нибудь простегаю, так как у нас здесь все стеганое. Ну и вот у меня чуть съехало, да, но я сейчас все поправлю. И закроем свой некрасивый зигзаг. Ну что же, вот такая ручка у нас получилась. Она отлично вписалась в общий вид, фон. Очень интересно и легко. Итак, нам осталось вот это последний штрих. Можно было бы сделать просто строчку и сделать это косой бейкой обработать, но я не хочу. Итак, я беру, закладываю одну сторону, сейчас я проутюжу, чтобы оно держало форму с одной и с другой стороны. Приложу и в край проложу строчку. Также поступлю и с боковушками. Я их заверну вовнутрь и сделаю строчку. Ну что же, последний штрих готов, мы заправляем и наслаждаемся. Спасибо, что были со мной. Мне кажется, получилось очень интересное изделие, очень нужное к праздникам. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вам понравилось. И, конечно же, до скорых встреч в новых видео. Всем пока-пока!